Сначала делаю крем, потому что он у меня будет выпекаться вместе с бисквитом. 2 яйца, 100 граммов сахара, ванилин и крахмал 4 столовые ложечки, где-то 40-50 граммов. Не надо взбивать, просто перемешать. И добавляю молоко 500 миллилитров. И ставлю крем на плиту. На среднем нагреве при постоянном помешивании довела крем до кипения. Он у меня закипел. Я выключаю нагрев и снимаю крем с плиты, но продолжаю помешивать, потому что крем еще варится. Пока крем еще горячий, добавляю масло сливочное 50 граммов. И перемешиваю, пока масло не растворится в креме. Теперь беру кухонные весы. Ставлю емкость, обнуляю и выкладываю весь крем. Мне нужно посмотреть, сколько всего у меня получилось крема. 782 грамма. Теперь всю эту массу мне нужно разделить на 2 равные части. Я забираю обратно в сотейник. 390 граммов. 390 граммов. Это то, что у меня пойдет в тесто, а остальное пойдет в крем. Тесто для шоколадного бисквита. 5 яиц, щепотка соли. Начинаю взбивать. И в процессе взбивания добавляю 150 граммов сахара. Яйца взбиваем до тех пор, пока на поверхности какое-то время не остается рисунок. Теперь молоко комнатной температуры 100 мл. И масло растительное 70 мл. Все перемешиваю. И в тесто. И перемешиваю уже на небольшой скорости миксера, на самой маленькой. И теперь сухие ингредиенты. Мука 300 граммов. Обязательно просеивайте муку. Какао 40 граммов. Разрыхлитель 10 граммов. И все эти массы объединяю, перемешиваю. Ввожу в тесто вручную в 3 захода. Я подготовила противень, застелила его бумагой для выпечки, ничем не смазываю. Размер моего противня 30 на 28 сантиметров. И все тесто отправляю в форму. И теперь крем, половину заварного крема я оставила для теста. Где-то по сантиметру от края я оставляю на обрезку, а дальше начинаю выкладывать крем по чайной ложечке. Чтобы похожи были как-то на ракушки. Пусть будут неровные, как ракушки. Отправляю в разогретую до 170 градусов духовку выпекать. Сколько будет выпекаться, я потом вам все расскажу. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 20 минут. Здесь я проверила его деревянной шпажкой. Она выходит сухая. Значит, он пропекся. И теперь нужно дать ему остыть до комнатной температуры. Вторая половина заварного крема остыла. Здесь я накрыла пленочкой контакт, чтобы не образовалась корочка. Масло заранее вытащила из холодильника, нарезала, оно у меня уже комнатной температуры. Начинаю взбивать масло. И небольшими порциями добавляю заварную часть.
Главное условие стабильного хорошего крема – это чтобы температура заварной части и сливочного масла была одинаковая. Крем готов. Он получился очень красивый, воздушный. И крем отправляется в холодильник, пока буду работать с бисквитом. Бисквит остыл. И разрезаю на 2 равные части. Вот смотрите, какой получился бисквит. Красавчик с ракушками. И остается только обсыпать крошкой. Крошки у меня много, хватит на весь мой большой торт. Торт отправляется в холодильник на несколько часов. Торт постоял 2 часа в холодильнике, теперь окончательное украшение белым шоколадом. Вот как-то так у меня получилось. Надеюсь, вы лучше меня умеете рисовать ракушки. Какая красота внутри. А внутри ракушки. И внутри крем, и в середине крем. Я попробовала торт. Ну просто нежность. В меру сладкий. Этот крем, то, что внутри торта, и то, что промазан торт кремом, все это так изумительно сочетается. Такой нежный сливочный вкус торта вместе с шоколадным бисквитом. Это что-то волшебное. Попробуйте приготовить такой тортик. Все, кто в этом году был на море, кто отдыхал на море, пишите в комментариях, где вы были, на каком море отдыхали. Мы, например, отдыхали в этом году в Сочи. А вы, друзья? И вкусных вам тортиков!